Здравия. Статья 5. Основные принципы гражданства Российской Федерации. 2. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства Российской Федерации или права его изменить. Круто. Все опять зависит от нашей воли. Проблема только в том, что гражданин– это лицо. Еще раз донесу мысль, что эту муру жрецы пишут неправильной ориентации. Их хозяева хотят грабить и геноцидить без последствий, поскольку хотят нормально прожить эту жизнь. И следующее. А стаду внушают, что жизнь одна. И по сути все делают руками нижестоящих жертвенных робот-тупорей. Без прямого принуждения. Телевизор тут отлично решает проблему. Стадо круто подчиняется актерам, даже не замечая, что их подменяют без остановки. И нет никаких подписанных бумажек. 3. Проживание гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации не прекращает его гражданство Российской Федерации. 4. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан иностранному государству. Чувствуете приколы, почему случаются какие-то интересные казусы? Когда происходит по-другому, это именно потому, что граждан нет. Плюс гражданин– это же бумажка, а не человек. А недееспособных можно же кошмарить. Совести-то у них нет. Да и как она может быть у биороботов? 6. Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской Федерации лицами без гражданства, проживающими в Российской Федерации. Осталось только ее найти и не утопнуть при этом. Если не поняли суть шутки, смотрите ролики Конституции РФ для самых маленьких и тупых. Статью 6 сами прочитаете. Речь о том, что гражданам даже за пределами должны обеспечивать защиту и поддержку всеми внутренними законами и международными правами. Статья 8 весьма скучная, про гражданство детей. Статья 9. Документы, удостоверяющие гражданство Российской Федерации, добрались до интересного. 1. Основным документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации и личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации является паспорт гражданина Российской Федерации. Далее также паспорт. А если троллить чиновников и ментов темой гражданства, то через паспорт, поскольку он основной, и там должен быть прямоугольный штампик. Еще обратите внимание на то, какая надпись должна быть на обложке и внутри, а не заглавными. Опять в вексельное право упираемся. 2. Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие возраста 14 лет и проживающие в Российской Федерации. Ну помните же, что его никому не дали, согласно постановлению о паспорте. На руках скорее подделка или вид на жительство, или разрешение типа. Человеку ведь так оно требуется от террористических мудаков, ну или пиратов, разворовывающих ресурсы, положенные каждому по рождению Творцом. Это у нас в морском праве. Опять же, зажигаем факелы и пытаемся найти территорию и граждан. Далее тут скучная процедурная возня, и она о паспорте, а не о том, что всем выдали обманным путем, не разъяснив суть договора. А обманутый ответственности за документ или договор не несет. Это у нас в Гражданском кодексе. 10. Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации, наряду с паспортом может быть иной документ, содержащий указания на гражданство Российской Федерации. Перечень документов, удостоверяющих гражданство Российской Федерации, устанавливается президентом Российской Федерации. То есть опять речь о бумажках с печатью, подтверждающей прохождение процедуры получения гражданства. Главу 2 пропустим про двойное гражданство. Кому требуется, читайте. Тут хотя бы одно бы было, уже на второе разводят. Отмечу только, что много стали писать про гражданство в скобочках подданства, то есть про тех, кто находится под данью. Сленг оккупанта сохраняется веками. Всем добра, здоровья, процветания и денег.